Люблю осень в Грузии, запах леса после дождя, уйти в горы, Сванети люблю. Всем добрый день. У нас сегодня большая длинная поездка, потому что сейчас мы едем на железнодорожный вокзал в Тбилиси. Оттуда едем на поезде в Батуми. Поздно будем в Батуми, в Кабулете. А потом, что мы будем делать, я вам расскажу уже попозже, завтра. Солнце такое. Думаю, что в Кабулете мы проведем где-то 2 дня, точно. Нас никак Батуми не отпускают, бархатный сезон уже заканчивается. И я думала, что мы на море уже не попадем, но получилось чуть-чуть по-другому. Я здесь очень купаюсь. Да, я тоже так думаю. А вот преимущество жизни в горах. Каждое утро я вижу Тбилиси с высоты. Красота. Не знаю, попадем мы на пляж в Кабулете, но хотим. Купальники взяли. А я там куплю. Правильно. А ты можешь и так. Мужикам можно и без плавательных трусов. Внизу весь город сейчас под нами, Вакеса, Буртала. Показывала вам этот мост мира много раз, красивый. Сейчас мы заедем к Бадре в магазин, он закончит свои дела. У нас есть еще несколько часов до отправления поезда. Ребенок помогает Бадре работать. Ты помощник? Не, руки я и протерла, уже не сладкие. Метро Тбилиси. Но у нас есть одна проблема. У Алисы жуткий страх этих громких вагонов. Не знаю, что мы сейчас будем делать. Сначала мы на метро едем до железнодорожного вокзала. Быстро, 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 пройди. Мы не успели приехать на ЖД вокзал, у нас уже начинается еда. Сейчас мама делает бутерброды, подождите. До поезда еще не дотянули. Мама, Давай, доедай и пойдем в магазин, зайдем еще, хорошо? да? Нет. Эки. Тебе вот так, с колбаской? И маму я Алисе. Наш поезд уже подъехал, все, сейчас идем садиться. Ехать до Батуми нам часов 5. И мы в Батуми будем уже ближе к 11 вечера. Хотим еще на море спуститься, в Кабулете, точнее, мы выходим в Кабулете, потому что остановимся мы у Бадри друга, у Тенго. Идем. Иди сюда. Ты поела? Мы в поезде едим. Все голодные. Сейчас Алиса должна лечь спать уже. Да? Я Ты спать будешь? не дома. Дома? Так дома мы будем в 11 вечера. Это ночью мы приедем. М? Да, а я буду делать. Ждать будешь? Да, мы приедем домой. Не надо ночью ждать. Нужно сейчас спать лечь, хорошо? Куда мы едем, Алиса? Мама, куда едем? В Кабулете. Я там буду на доме еда. На 2 дня. Все пакеты сложим, освободим тебе место, да? Да, Алиса? Поезд, кстати, классный. Я 5 лет назад на нем ездила последний раз с Асей, когда Ася еще была маленькая. И я беременна. И ты. 35 лари билет. Тут мы бери Я ж не видела. Алиса. Алиса, билета нету, можем оставить. Она без билета. Останешься тут? Билета нету, а что? Не будешь? Ты сами тихо должен. У тебя билета нету. Сейчас Самый придут. шумный человек. Да. Вот смотри, что Едем против движения. как всегда. Дешевый билет взяли, наоборот. Да?
вообще не думала, что этой осенью опять вернусь в Батуми. Случайно так вышло. Искала машину в Тбилиси, а нашла в Батуми. Цена хорошая, хозяйка говорит, что все в порядке, что никаких нюансов нет. По фото мне все подходит и едем смотреть, в общем. Если все действительно так, то я ее куплю. Подъезжаем к Кутаиси только. Откуда если до этого? Потом в Уреке, да, а потом в Кабулете мы выйдем. От Уреки до Кабулете 20 километров. Маме, еду. Мама, у меня домик. Да. Алиса привыкла, что мы переезжаем из дома в дом. Думает, что мы опять едем в новый домик. Жалко, в Батуми что не остались. Тая и поезд. Она долго сидеть не может на месте. Мы добрались. Домой. Долго ехали. Ну, не домой, мы здесь всего пару дней пробудем. Ночь, но мы вышли к морю посмотреть на Кабулетское море. Давно не видели, да? Это Батуми там видно? Да. Завтра, если у нас будет время свободное между делами, выйдем к морю, выйдем на пляж обязательно. Возможно, это уже последний раз в этом сезоне, потому что уже холодает, вечера уже прохладные, оно чувствуется. Осень уже в Грузии. Где Алиса? Кому-то спать уже пора. Кто пойдет спать? Ты? Встали рано, едем в Батуми. Машину смотреть. Где он? Лило всегда с нами. Берет его с собой. Не дай бог не взять, будет скандал. Такой мне привычный и родной этот город. Вот знаете, есть места, с которыми связано все только хорошее и теплое. Батуми для меня такой. Ну что, смотрим машину. Визуально все нормально. Смотрю, бампер немного поцарапан, но это мелочи. Покрасим. Посмотрим, что скажет ходовик и электрик. Сейчас будем решать что-то с техосмотром. Ну, конечно, нюансы есть, потому что машина бэушная. Вот. Но если техосмотр пройдет, то будем что думать. Заезжаем на техосмотр. Боже, вот не женское это дело. Что б я без Бадри сейчас делала, не представляю. Приехали масло менять. Сейчас масло меняем и вернемся опять к этому электрику, чтобы он посмотрел этот датчик после замены масла. Целый день мы мучаемся с оформлением моей машины. Все, вот отвлеклись на 10 минут, зашли в магазин. Я только одну куплю вам на двоих игрушечку, хорошо? Одну. Договорились? И будете делиться, и будете вместе играть. Здесь еще кошечка. Почему я не люблю ходить с ними в магазины? Вышли с магазина, да? Да, у мамы 100 лари как не было, да, как не бывало. А это машина. И зубная щетка. Конструктор. Один конструктор мы уже где-то потеряли, гуляли по городу, оставили. Теперь у нас новый, такой же, куча мелких деталек, да? Сейчас ты его не открываешь. Когда домой приедем, тогда будешь А я смотреть. говорю, да, непонятный. Тебе нравится он? Ты его хотела? Ну, нравится, это хорошо. Повязка синяя прикольная, и такая же голубая щетка в виде кактуса. Ну, главное, что тебе нравится. Я бы еще взяла повязку для жена, но уже не хотела. Хорошо. Я так устала сегодня. Мы еще дела не закончили. Как я уже говорила, останемся ночевать. И утром продолжим все это оформление документальное. Сейчас будем кушать. Первый раз за день. Это у нас завтра. 6 часов вечера у нас только завтра. А где не дом, я Мама устала сегодня. не дома. Да, наш дом там сверху.
А рано утром на следующий день мы вернулись в Батуми, оформили уже все полностью, номера я решила поменять, чужая энергетика пусть уйдет со старыми номерами. Сейчас возвращаемся в Тбилиси, только выехали. Вот у меня тут два мусорителя сзади, которые... Так, ну-ка села быстро. Сядь на место. И я уже вот купила такое полотенце зеленое. Где оно? Вон, под попами вашими. Чтобы вы не пачкали сиденье. Вот своя идея. Я не за рулем, поэтому я еще пока не чувствую, что это моя машина. Вот сейчас посажу и буду чувствовать. Конечно, сейчас я сяду. отдохну. Лягу. Я буду водителем Бадри теперь. Зі мною всі співаєте, закінчиться війна, там загубив себе, там загубив себе, побачив я, побачив аж до дна. Обійми, обійми мене, обійми. Мне главное, что дети сидят тихонько. Твоя весна, іде нехай. І ось моя душа складає зброю. Я не буду поворачиваться на твой телефон. Якщо все-таки вона так прагне теплих зір. Я еще переживаю пока. Первый раз за 20 лет, когда я села за руль. Прямо на скоростной трассе. Молодчина. Ну, хорошо держишь. Здесь что написано? Так, иди, Бадри. Наслаждайся каждым моментом. Вот и наслаждайся. А долго мы ехали, знаете, как с Алисой, это постоянно кушать, какать, останавливаемся. Теперь буду мучить Бадри, чтоб со мной поездил, потому что я еще сама, конечно, боюсь после такого перерыва. Лошадка. Пока, лошадка, Алиса кричит. Расскажу, как я долго шла вообще к покупке машины. Больше года пыталась что-то откладывать, работала много, бывало работала ночами, всю весну именно вообще просто сидела, не досыпала. Это, конечно, очень плохо, но мне машина была просто необходима, потому что с нашими чемоданами, с нашими переездами это очень тяжко. И вот последний переезд в Грузию, когда мы с Арпи эту границу переходили, 1,5 часа, когда я тащила эти 22 сумки, это был просто такой вот шок мозга, и я решила, все, в Грузии я куплю машину. Ну и, конечно, здесь Бадри очень сильно мне помог, ему большое спасибо, потому что я не знала многих нюансов, оформления, документально, вот это все. Вот. И это была моя первая покупка машины, я 20 лет не сидела за рулем, и мне без него, без Бадри было бы очень тяжело, потому что все эти техосмотры, СТО, все проверить, чтобы все было с ней нормально. Вот. Ну, я рада, теперь осталось стать хорошим водителем, потому что водитель я еще не очень. Бадри на меня ругается, он меня учит, но у меня есть для этого месяц, потому что через месяц, скорее всего, мы будем уезжать из Грузии, и за рулем уже буду я должна буду сама проехать 2 с чем-то тысячи километров, если мой муж не сможет приехать и мне помочь. Вот. И, конечно, я переживаю, но я надеюсь, что все будет нормально. Еще я знаю, что все мои близкие люди и подписчики мои, которые давно нас смотрят, они за меня порадуются, что наконец-то уже у нас машина, и это значительно облегчит наши переезды. Вот. А недоброжелателей их всегда много, и я не обращаю на них внимания. Особенно вот такие люди, как вот эта женщина, 50-летняя, с канала там что-то про Германию, Болгарию, которая снимала про меня видео, вот эти гадости все говорила, мерзкие комментарии, на такие вещи абсолютно наплевать, они меня не трогают. Я знаю, что хороших людей всегда намного больше, и у меня на канале, ну, почти все такие. Спасибо вам. Спасибо всем, кто нас поддерживал, спасибо всем, кто помогает, кто пишет добрые комментарии, хорошие. Эти комментарии реально в это трудное время очень сильно помогают как-то держаться морально и становиться сильнее. И верить в то, что скоро все мы вернемся домой. Спасибо.